Хочу поделиться с вами как сморчковый дилетант. То есть я пытаюсь найти место, где же растут эти сморчки. Я абсолютно без опыта. Итак, я нахожусь на южно-западном склоне леса, стороне леса. Это веретеница или веретеница. Признак того, что погода уже способствует росту сморчков. Так, это первый признак. Потом важный признак — это так, сторона тоже важна. Вот эти сережки, это мужские сережки осины, которые являются микоризным партнером сморчковой шапочки и сморчков. Затем, если так, это значит, что здесь растет осина. Вот это тоже эти сережки, но еще не распушенные. И я таки нашла грибы, но не те, которые бы хотелось и можно было бы съесть. Этот гриб называется навозник мерцающий. И он превращается в черный гриб буквально за пару дней. И он сам себя как будто бы переваривает. Он уникален тем, что он буквально за пару дней превращается в черный, в чернила и переливается на солнце. И из него раньше изготавливали чернила. Так, показываю эти чернила. Он растет за 24-48 часов. Вот так вот он превращается в черный. И на нем очень много комаров. Следующий грибок — это уже летний вариант, уже появился. Это ложноопенок сернопластинчатый. Вот его ест слизнячок. Я его не хочу копошить, просто хотела показать его снизу. Ах, не хочу я его портить. В общем, что люди говорят, что он... Вот видно, что он серенького цвета. А вот целая семья этих навозников. Их очень любят комары. Да, действительно, они даже маленькие, но они уже черные. А вот красавчик какой. Просто блюдо. Какая необыкновенная шишка. Это дисцина щитовидная. Никогда о таком раньше не знала. И он ядовитый, он содержит этот гирометрин. А так с виду похож. Сейчас покажу получше. Он похож тоже на эту чашу эльфов. Потому что тоже выглядит как чаша, когда маленький. В общем, он такой крошащийся. Просто все здесь в нем, просто все. Растет, видно, да, он растет из деревьев мертвых, из мертвой древесины. Он очень легко крошится. Такой вот ранний весенний гриб. В общем, ядовитый. Хотя, наверное, некоторые сайты могут писать, что он условно съедобный, но он на самом деле ядовитый из-за этого токсина, гирометрина. Это трутовик зимний. Я его находила еще в декабре, в начале зимы. Живучий, ну, полностью сухой, на березе, на лежащей. Вот нашла убежище насекомых, которое перезимовало. И, видимо, это насекомое уже вылупилось. Ну, все рассказывают, блогеры, про этих. То ли какие-то осы, или кто-то там такие лесные, которые делают на зиму себе такие
шарики, заставляя лист продуцировать вот эти вот убежища. Кто знает, что это такое вообще, с какого это дерева или растения. Мне кажется, что их вообще сложно заметить. Но я заметила, и такого я не встречала. Интересно, что это? С какого дерева? И вот еще одна находка ранневесенних грибов. Я сначала подумала, что это тоже навозник, но явно шляпка другая. И это какой-то паниолус заостренный. Какой он у него красивый, матовый. Матовые ламели, черные. И он, в общем, ядовитый. При попадании в организм наблюдаются симптомы отравления. Наверное, меня поймет только грибник после такого длинного перерыва. Нахождение любых грибов, которые реально похожи на грибы, которые растут из земли, а не древесные. Такая радость, потому что это напоминает о осеннем сезоне. Потому что зимой это все-таки было не то. Потому что зимой это 3 съедобных гриба, которые растут только на деревьях. И это вообще не тот азарт. А вот когда начинаешь находить, даже просто, пусть вот этот ядовитый, но он растет из земли, грибы просыпаются, природа просыпается, столько радости. Здесь березовые рощи. Вот они даже трескаются от сухости. Я раньше бы никогда бы не посчитала их красивыми. А вот когда начинаешь любить грибы, то тебе каждый гриб просто произведение искусства, интересный. Такой вот свеженький, молоденький березовый трутовик. У трутовика березового в таком молодом возрасте до сих пор еще нету гименофора, то есть того места, откуда он разбрасывает споры. Он со всех сторон такой круглый, овальный, то есть как картошка. Стадо оленей просто как слоны поскакали. О, один перебежал. Лист осины, сережки осины, осина. Сморчки любят осину, место вырубок, южную сторону, много опавших прошлогодних листьев. В этом месте все сходится, но их нет. Ну и либо я их не умею искать, либо еще рано. Могут ли сморчки расти в таком месте? Здесь растет ольха. Здесь у нас тополь. В общем, его сережки здесь. Здесь известковая почва. И здесь небольшой ручей. Растет ветреница или ветреница. Напоминает детство. Вот эти тополиные сережки. Может быть, сморчки уже растут, а я их просто не умею искать. Или просто еще рано.
просто гигантская. А здесь уже царство хвои. Как будто бы вошел в какое-то соседнее королевство. Совсем другая атмосфера. И холодно. Иду, и вдруг такие огромные, яркие опята. Ложно-опенок кирпично-красный. Несъедобный. Следующие грибы, которые мне попались, называются псатирелла длинноножковая. Все у них тут усеяно. Ну, как обычно, плохо наводится. Ага, вот такая. Она не ядовитая, но она невкусная. Прямо рядом с ней растет лакримария бархатистая. Тоже похожа на эту псатиреллу. И она тоже не ядовитая, но она тоже невкусная. Сотрудники какие-то приехали. Что-то дерево приехал пилить с пилой. Странное время, кстати, потому что уже не рабочее время.